Урок 1. Слияние предприятий. Знаете ли вы, что Frito-Lay объединилась с Pepsi и стала PepsiCo Incorporated? Да, это одна из крупнейших компаний по производству продуктов питания и напитков в мире. Удивительно, как слияния могут создавать такие мощные образования. Абсолютно. Они объединяют ресурсы и охватывают более широкую аудиторию. Кроме того, это позволяет предлагать разнообразные продукты под одним брендом. Это действительно показывает, как сотрудничество может привести к успеху. Интересно, как они управляют различными корпоративными культурами. Это отличный момент. Слияние двух культур может быть довольно сложной задачей. Да, но если все сделать правильно, это может привести к удивительным инновациям. Я Урок люблю 2. готовить попкорн в микроволновке и Расслабляющие пить чай, вечера. пока мы разговариваем. Это звучит идеально. Это такой уютный способ расслабиться. Да, мы начинаем отдыхать на выходных и наслаждаться обществом друг друга. Абсолютно. Есть что-то утешительное в этих простых удовольствиях. Я согласен. Приятно отдохнуть от нашей суетливой жизни. Кроме того, это дает нам возможность пообщаться и поделиться историями. Точно. Я с нетерпением жду этих расслабляющих вечеров. Я тоже. Давайте сделаем это постоянной традицией. Определенно. Это идеальный способ завершить долгую неделю. Урок 3. Изучение вариантов. Истинный. Но мне нравится исследовать разные варианты и находить выгодные предложения. Да, всегда интересно открывать для себя что-то новое. Я люблю острые ощущения от поиска лучших цен. Абсолютно. Это делает покупки более выгодными. Кроме того, никогда не знаешь, какие уникальные предметы можно найти. Точно. Иногда лучшие покупки. Неожиданные. Я думаю, что охота за выгодными покупками– это веселое приключение. Я согласен. Давай запланируем день покупок на ближайшее время. Звучит великолепно. Я с нетерпением жду этого. Урок 4. Планы путешествий. Конечно. Подскажите, пожалуйста, расстояние и расположение достопримечательностей. Конечно. Расстояние до пляжа отсюда около 10 миль. Это не слишком далеко. Какие достопримечательности находятся поблизости? По пути есть красивый парк и несколько отличных ресторанов. Звучит идеально для однодневной поездки. Да, мы можем наслаждаться пляжем и исследовать окрестности. Прежде чем отправиться в путь, обязательно проверим погоду. Хорошая идея. Я хочу провести там время с пользой. Я в восторге от нашего приключения. Урок 5. Увлекательные беседы. Также важно не допускать скуки. Я согласен. Кроме того, важно выслушивать разные точки зрения. Да, увлекательные беседы действительно могут обогатить наше понимание. Абсолютно. Они помогают нам учиться и расти как личности. Мне нравится обсуждать с друзьями разнообразные темы. Я тоже. Это делает наше общение живым и интересным.
Давайте вместе попробуем изучить новые предметы. Это звучит как отличный план. Я с нетерпением жду этого. Я тоже. Давайте продолжим разговор. Урок 6. Спокойное утро. У меня было беспокойное утро, но сейчас все начинает успокаиваться. Да неужели? Что случилось, что стало настолько беспокойно? У меня были непрерывные встречи, и надо мной нависал срок завершения проекта. Это звучит стрессово. Как вам удалось это пережить? И я сосредоточился на одной задаче за раз, что помогло мне оставаться организованным. Это умный подход. Что вы планируете делать теперь, когда все стало спокойнее? Думаю, я сделаю небольшой перерыв и выпью чашечку кофе. Звучит как отличная идея. Есть ли у тебя планы на остаток дня? Просто легкая работа и, возможно, прогулка в парке позже. Урок 7. Основные сведения об устройстве. Держите свои устройства заряженными. Это необходимо для того, чтобы оставаться на связи. Абсолютно. Есть ли у вас какие-либо другие предложения по поддержанию порядка? Да, установка напоминаний на телефоне может быть невероятно полезной. Это отличный совет. Без них я часто забываю важные задачи. Вы также можете использовать планировщик, чтобы записывать свои ежедневные цели. Мне нравится эта идея. Приятно вычеркивать дело из списка. Точно. Кроме того, это заставляет вас нести ответственность за свое время. Какие-нибудь конкретные приложения вы порекомендуете для этого? Мне нравится использовать Todoist. Это удобно и очень эффективно. Урок 8. Ясность платежей. Конечно, давайте подробно распишем условия оплаты для ясности обеих сторон. Это звучит мудро. Какие особенности, по вашему мнению, нам следует охватить? Сначала нам необходимо согласовать сумму и способ оплаты. Да, и нам также следует обсудить сроки выплат. Да, установка четких сроков поможет избежать путаницы. Как насчет включения правил отмены бронирования? Это хороший момент. Это добавляет дополнительный уровень защиты для нас обоих. Я согласен. Прозрачность является ключевым моментом в любом соглашении. Абсолютно. Как только мы это набросаем, мы оба сможем его просмотреть. Урок 9. Выбор МАДы. Определенно, он прекрасно дополняет тон вашей кожи. Однако я не уверен насчет этого темно-фиолетового цвета. Как ты к этому относишься? Темно-фиолетовый может выглядеть потрясающе, особенно с правильными аксессуарами. Это правда. Возможно, мне просто нужно примерить его с разными нарядами. Точно. Иногда, чтобы это выявить, просто нужно правильное сочетание. Я ценю ваш вклад. Какие цвета вы обычно предпочитаете? Я склоняюсь к земляным тонам. Они имеют тенденцию соответствовать всему. Это имеет смысл. Мне следует изучить более универсальные цвета. Давайте повеселимся. Мода– это эксперименты. Урок 10. Семейное дело. Родители Мэри только что развелись, и она очень расстроена. Это тяжело.
Развод действительно может пошатнуть семейную динамику. Да, она думает, что весь ее мир перевернулся. Это понятно. Изменения могут быть очень трудными для любого. Я пытаюсь напомнить ей, что чувствовать грусть и растерянность– это нормально. Поддержка имеет решающее значение в такие времена. Она, должно быть, чувствует себя Точно. Я изолированной. поощряла ее говорить о своих чувствах. Это отличный способ помочь ей во всем разобраться. Надеюсь, со временем она обретет новое чувство нормальности. Урок 11. Семейные связи. Давно не виделись. Надеюсь, мы скоро сможем встретиться с дальними родственниками. Я тоже. Я скучаю по воспоминаниям, которые мы создавали на семейных встречах. Это были такие веселые времена, наполненные смехом и историями. Абсолютно. Было бы здорово пережить некоторые из этих моментов. Может быть, мы могли бы организовать воссоединение семьи этим летом. Это звучит как фантастическая идея. Мы можем запланировать некоторые мероприятия. Да, и мы даже можем создать генеалогическое древо, чтобы поделиться им со всеми. Мне это нравится. Это замечательный способ соединить поколения. Давайте начнем общаться и посмотрим, кому это интересно. Урок 12. Летний стил. Летом я предпочитаю носить сарафан или рубашку. Сарафаны идеальны, чтобы сохранять прохладу и выглядеть стильно. Я согласен. Они очень удобны и универсальны для любого случая. Точно. Мне нравится, как легко их одевать вверх или вниз. Как насчет обуви? У вас есть любимый? Обычно я ношу сандалии. Они идеально подходят для теплой погоды. Это имеет смысл. Я предпочитаю кроссовки, они отлично подходят для прогулок. Все дело в комфорте в жаркие месяцы, не так ли? Определенно. Давайте спланируем поход по магазинам летних нарядов. Урок 13. Обед вне дома. Я понял, что ужин вне дома может оказаться дороже, чем я думал изначально. О, абсолютно. Это действительно может сложиться, если вы не будете осторожны. Как вы думаете, почему это так дорого? Тож, цены на еду и напитки могут быть на удивление высокими. И не забывайте о чаевых, это тоже может иметь большое значение. Да, при планировании важно учитывать эти дополнительные расходы. Нашли ли вы в этом районе недорогие рестораны? Есть несколько. Некоторые рестораны предлагают выгодные предложения в определенные дни. Это разумный способ насладиться ужином вне дома, не тратя денег. Урок 14. Запрос на бронирование. Приятно это знать. Нужно ли мне что-нибудь сделать, чтобы отменить бронирование? Обычно вам просто необходимо заранее предоставить уведомление об отмене. Я понимаю. Есть ли какие-либо сборы, связанные с этим? Иногда бывают, но это зависит от политики места. В следующий раз обязательно прочитаю мелкий шрифт. Это умный ход. Всегда лучше быть готовым.
Спасибо за наводку. Я учту это при будущих бронированиях. Без проблем. Всегда полезно поделиться советами, как сделать путешествие более комфортным. Я ценю вашу помощь. Это значительно упрощает планирование. Урок 15. Процесс регистрации. Сумма за регистрацию будет возвращена позже, верно? Да, это так. Это всего лишь временное блокирование вашей карты. Понял. Можете ли вы предоставить этому подтверждение? Абсолютно. В ближайшее время я пришлю вам письмо со всеми подробностями. Спасибо. Я чувствую себя намного лучше, зная, что со всем этим покончено. Конечно. Если у вас есть еще вопросы, просто дайте мне знать. Я ценю вашу помощь. Это делает все намного яснее. Я рад помочь. Наслаждайтесь пребыванием, как только вы приедете. Я с нетерпением жду этого. Еще раз спасибо за вашу поддержку. Урок 16. Древнее инженерное дело. Можете ли вы поверить, что они построили такие впечатляющие сооружения без современных инструментов? Это поразительно. Точность их работы поистине поразительна. И я часто удивляюсь, как тогда удалось добиться такой точности. Должно быть, они обладали невероятными навыками и методами, передаваемыми из поколения в поколение. Абсолютно. Интересно подумать о тех знаниях, которыми они обладали. Я согласен. Это действительно заставляет оценить изобретательность древних цивилизаций. Мне бы очень хотелось однажды посетить некоторые из этих исторических мест. Я тоже. Знакомство с историей из первых рук было бы незабываемым. Давайте вместе спланируем поездку, чтобы исследовать древние чудеса. Урок 17. Приключенческое спасение. Я воспользовался лестницей и спас ее с дерева. Должно быть, это было настоящее приключение. Как это произошло? Она поднялась наверх, чтобы лучше видеть, и застряла там. О, нет, испугалась ли она, ожидая помощи? Немного, но она сохраняла хладнокровие. Я был просто рад быть там. Как здорово, что вы смогли ей помочь. Вы нервничали. Определенно. При восхождении наверх мне пришлось быть осторожным. Я могу себе представить. Что она сказала, когда ты ее спустил? Она испытала такое облегчение и благодарность. Это стоило того. Урок 18. Транспортные расходы. Также доступны такси и каршеринговые услуги, но они могут быть дороже. Это правда. Иногда они действительно могут суммироваться, особенно в длительных поездках. Точно. Я часто оцениваю стоимость, прежде чем решить, какой вариант выбрать. Разумно взвесить свои варианты, особенно во время частых путешествий. Вам когда-нибудь приходилось пользоваться услугами каршеринга? Да, я использовал один на прошлых выходных, и это было удобно, но дорого. Я заметил, что скачок цен действительно может застать вас врасплох. Конечно, я предпочитаю пользоваться общественным транспортом, когда это возможно, чтобы сэкономить деньги. Это хорошая идея. Часто это более экономично и может быть довольно весело.
Урок 19. Решение по голосованию. Члены проголосовали, и я не мог на это жаловаться, потому что это демократия. Это правда. Каждый имеет право голоса в процессе принятия решений. Однако иногда я задаюсь вопросом, все ли действительно понимают эти проблемы. Это верный аргумент. Обучение избирателей имеет решающее значение для принятия обоснованных решений. Да, дискуссии и дебаты могут помочь прояснить различные точки зрения. Я согласен. Интересный разговор может привести к лучшему взаимопониманию. Важно поощрять участие, особенно среди молодых избирателей. Абсолютно. Будущее зависит от осознанного выбора, сделанного сегодня. Давайте будем способствовать большему диалогу в нашем сообществе по этим темам. Урок 20. Мэри Поппинс. Вы видели фильм «Мэри Поппинс»? Это такая восхитительная история. Да, мне нравится, как она привносит волшебство в жизнь Джейн и Майкла Бэнкс. Ее персонаж поистине незабываем. Она преподает ценные уроки. Я согласен. То, как она общается с детьми, восхищает. Музыка и графика в фильме тоже завораживают, не правда ли? Абсолютно. Каждая песня добавляет в историю немного радости. Мне интересно, как она сочетает веселье с важными жизненными уроками. Да, это идеальное сочетание развлечения и образования. Мэри Поппинс действительно показывает нам важность воображения и чудес. Урок 21. Продуманные подарки. Да, я люблю получать продуманные подарки. Они всегда так много значат для меня. И я чувствую то же самое. В подарке со смыслом есть что-то особенное. Мне нравится дарить подарки ручной работы, потому что они демонстрируют личные усилия и заботу. Это такой приятный штрих. Подарки, сделанные своими руками, кажутся более интимными и уникальными. Точно. Речь идет о мысли и творчестве, лежащих в основе подарка. Какой самый лучший подарок, сделанный своими руками, вы когда-либо дарили? Однажды я сделал альбом для подруги, и ей он понравился. Это звучит как замечательный подарок. Это то, чем она может дорожить вечно. Я думаю, что лучшие подарки– это те, которые рассказывают истории или хранят воспоминания. Урок 22. Сорняки после дождя. После обильных дождей кажется, что сорняки просто прорастают повсюду. Это правда. Кажется, они процветают во влажных условиях. Они как будто ждут дождя, чтобы сделать свой ход. Точно. Работа в саду может быть довольно сложной из-за этих надоедливых сорняков. И я стараюсь содержать свой сад в порядке, но это постоянная борьба. Я понимаю. Регулярное техническое обслуживание является ключом к их предотвращению. Нашли ли вы эффективные методы борьбы с сорняками? Мульчирование очень помогает. Это мешает им получать достаточно света. Это отличный совет. Надо будет попробовать это в своем саду. Урок 23. Социальные проблемы. Это не показывает, что существуют гетто, где тысячи молодых людей живут без образования. Это суровая реальность, которую многие люди упускают из виду.
Речь идет о том, как такие условия могут повлиять на будущее поколение. Абсолютно. Образование имеет решающее значение для разрыва порочного круга бедности. Нам необходимо найти способы привлечь внимание к этим проблемам. Да, обмен историями и опытом может помочь спровоцировать перемены. Важно защищать интересы тех, у кого нет голоса. Вместе мы можем помочь создать возможности для других. Давайте подумаем, как поддержать образовательные инициативы в нашем сообществе. Урок 24. Домашнее садоводство. Я подумывал о том, чтобы создать домашний сад с травами. Вы когда-нибудь пробовали это? Да, у меня есть выращивание трав своими руками. Это полезный опыт. Это звучит фантастически. Какие травы вы выращивали? Я начал с базилика, мяты и розмарина. Им довольно легко управлять. Мне нравится этот выбор. Свежие травы действительно улучшают приготовление пищи. Точно. К тому же, иметь их дома очень удобно. Я обязательно попробую. Есть какие-нибудь советы для новичков? Следите за тем, чтобы они получали достаточно солнечного света и регулярно поливайте их. Отличный совет. Мне не терпится начать свой маленький садовый проект. Урок 25. Рекомендации по десертам. Вы должны попробовать традиционный десерт. За это стоит умереть. Действительно, что делает его таким особенным? Сочетание вкусов и текстур просто божественные. Звучит заманчиво. Обожаю пробовать новые десерты. Вы не пожалеете об этом. По какой-то причине это местный фаворит. Я очень рад попробовать это. Где я могу его найти? В центре города есть странное маленькое кафе, где подают лучшую версию. Пойдем туда вместе. Не могу дождаться, чтобы побаловать себя. Это будет вкусная прогулка. Я с нетерпением жду этого. Урок 26. Утренняя пробежка. Собираешься на утреннюю пробежку. Да, у меня есть. Я слышал, это отличный способ начать день. Это действительно так. Бег помогает очистить разум и повышает энергию. Я согласен. Кроме того, это прекрасный способ насладиться свежим воздухом. Точно. Есть ли у вас любимый маршрут, по которому вы любите идти? Обычно я бегаю по парку. Пейзаж такой воодушевляющий. Это звучит прекрасно. Я предпочитаю бегать вдоль реки. Это очень мирно. Я могу себе представить. Вы слушаете музыку во время пробежки. Иногда мне также нравится просто слушать природу вокруг меня. Урок 27. Планы на выходные. Я тоже. Хорошего дня, а пока. Ты тоже. Я с нетерпением жду наших планов на субботу. Абсолютно. Это должен быть веселый день, наполненный событиями. Мне не терпится встретиться и насладиться вкусной едой вместе. Да, и возможно мы сможем посетить то новое кафе, о котором я слышал. Это звучит идеально. Давно хотела попробовать их выпечку. Отличная идея. Давайте обязательно сделаем много фотографий.
Определенно. Будет приятно вспомнить наш день. Я взволнован. Увидимся тогда. Урок 28. Сосредоточьтесь на прогрессе. Безусловно, важно сосредоточиться на прогрессе, а не на совершенстве. Я полностью согласен. Легко поддаться желанию, чтобы все было идеально. Да, и это часто может привести к разочарованию и выгоранию. Точно. Празднование небольших достижений поддерживает нашу мотивацию. Верно. Каждый шаг вперед– это повод для гордости. Все дело в путешествии, а не только в конечном результате. Это мудрый взгляд. Это делает процесс более приятным. Да, и это помогает нам учиться и расти на этом пути. Давайте напомним друг другу, что нужно сохранять этот настрой, работая над достижением наших целей. Урок 29. Вымершие виды. За несколько сотен лет многие виды животных вымерли. Удивительно, какое влияние оказали люди на окружающую среду. Например, доисторические люди достигли точки, когда некоторые животные исчезли. Это правда. Огромную роль сыграли чрезмерная охота и разрушение среды обитания. Да, и это напоминание о важности усилий по сохранению сегодня. Я не мог не согласиться. Нам нужно защитить то, что осталось. Абсолютно. Каждый вид играет жизненно важную роль в нашей экосистеме. Крайне важно повышать осведомленность об этих проблемах для будущих поколений. Вместе мы можем изменить ситуацию, выступая за защиту дикой природы. Урок 30. Поведение домашних животных. Но когда я ее сажаю, ее хвост дергается. Это интересно. Что значит, когда у нее дергается хвост? Обычно это указывает на то, что она чем-то обеспокоена или расстроена. Бедняжка. Как вы ее утешаете, когда такое случается? Я пытаюсь успокоить ее нежными поглаживаниями и успокаивающими словами. Это имеет смысл. Животные могут быть чувствительны к окружающей среде. Точно. Я хочу, чтобы она всегда чувствовала себя в безопасности и была любима. Очень здорово, что вы так внимательны к ее потребностям. Спасибо. Я верю в создание для нее благоприятной среды. Урок 31. Находки для покупок. Вам здорово. Где вы их нашли? Я нашел их в местном универмаге неподалеку. Это потрясающе. Всегда приятно находить выгодные предложения рядом с домом. Да, и у них хороший выбор модных нарядов. Я люблю делать покупки в таких местах. Никогда не знаешь, что найдешь. Точно. Каждый раз это похоже на небольшую охоту за сокровищами. Вы обычно ходите туда за конкретными товарами или просто чтобы просмотреть? В основном для просмотра, но часто ухожу с неожиданными находками. Это звучит весело. Давай как-нибудь вместе сходим за покупками. Урок 32. Повседневная одежда. Я ищу то, что можно носить каждый день. Вы заходили в какие-нибудь конкретные магазины повседневной одежды? Да, я просматривал несколько местных бутиков, в которых отличный выбор.
Это хорошая идея. Мне нравится поддерживать малый бизнес. Я тоже. В них часто есть уникальные предметы, которые вы не найдете больше нигде. Точно. Плюс качество обычно намного лучше. Какие стили вы рассматриваете для своих повседневных нарядов? Я предпочитаю удобные, но стильные вещи, которые можно комбинировать. Это умно. Универсальность является ключевым моментом при создании гардероба. Урок 33. Этикет в социальных сетях. Мы должны использовать социальные сети ответственно и относиться к другим с уважением. Согласованный. Важно помнить, что за ширмами стоят реальные люди. Да, доброта имеет большое значение для создания позитивного онлайн-сообщества. Определенно. Простой комплимент может скрасить чей-то день. Истинный. Нам также следует дважды подумать, прежде чем публиковать что-либо негативное. Абсолютно. Конструктивная критика лучше откровенного негатива. Давайте подавать пример и продвигать позитив в наших взаимодействиях. Мне нравится эта идея. Вместе мы можем сделать социальные сети более приятным местом. Да, давайте призовем наших друзей присоединиться к нам в этих усилиях. Урок 34. Наслаждаемся видом. Просто присутствуйте в этом захватывающем дух виде. Это замечательная идея. Это здорово выделить минутку и впитать все это. Абсолютно. У природы есть способ заземлить нас и принести мир. Да, и важно ценить красоту вокруг нас. Давайте возьмем за привычку находить такие моменты, куда бы мы ни пошли. Я согласен. Все дело в осознанности и нахождении в настоящем моменте. Точно. Этот опыт часто становится нашими самыми дорогими воспоминаниями. Мне не терпится исследовать новое место и вместе насладиться видами. Я тоже. Это будет приключение, которое мы всегда будем помнить. Урок 35. Гора Эверест. Конечно, Эверест находится на границе Непала и Тибета, Китая. Это верно. Она известна как самая высокая гора в мире, не так ли? Да, он достигает удивительной высоты более 29,000 футов. Невероятно, сколько альпинистов ежегодно пытаются достичь вершины. Абсолютно. Это непростое дело, требующее огромной подготовки. Могу только представить, какие захватывающие виды открываются сверху. Они должны быть совершенно потрясающими, не похожими ни на что другое. Мне бы очень хотелось однажды увидеть этот вид, даже если он будет издалека. То же самое. Это мечта — увидеть такую природную красоту воочию.